И всем привет, с вами снова Джейкоб Якоб. Сегодня я буду делать обзор на игру Руна. Да-да, на игру Руна. Многие, наверное, не слышали в начале 2000-х годов и рубились с нее на компах, по модемам. Ну и, собственно, кто как не рубился, куда ж без одиночки. В общем-то, я расскажу вам обо всем, но, как всегда, для начала немножко истории. Игра разработана компанией Human Head Studios и выпущена 18 ноября 2000 года. Как всегда, в России было запоздание с переводом, ну и, короче, выпустили ее в феврале 2001. Однако 13 июня 2012 года она переродилась в Steam и назвалась она Runa Classic, которая сочетала в себе оригинальную игру и Add-on Halls of Valhalla, который как бы мультиплеер. В общем, игра разработана в жанре слэшер и выпущена на Windows, Linux, macOS и PlayStation 2. Странно, что только вышла на PlayStation 2, даже Xbox ее не потянул, видимо. В общем, игра имеет также одиночный режим мультиплеер. Собственно, на истории об этом все. Игра начинается с того, что вы, сильный брутальный викинг, должны защищать пару камней руны, на которые позарился не менее брутальный бог Локи. Если вы их не защитите, то весь мир пойдет в хаос. Но, собственно, вы клянетесь в верности, защищаете эти камни и после маленькой тренировки отправляетесь в небольшое путешествие. Там вы встречаете пару викингов, собственно, такая маленькая компания, и после битвы, которая даже еще не успела даже начаться, падаете в воду, корабль крушится. Но, однако, все умирают, а вы чудом успеваете спастись. Тут, собственно, и начинается игра. Геймплей здесь, конечно, бесподобный. Помимо того, что вы рубите всех на куски, но это все-таки слэшер, вы можете собирать маленькие камни руны. Но не те руны, которые вы должны защищать, а руны просто как маленький камушек отдельный. И он применяется к определенным оружиям. То есть, допустим, к мечу и дает определенные функции. Оружия здесь идут на возрастание. То есть, допустим, маленький меч, потом еще больше меч, а потом уж совершенно такая здоровая балда, которую держать можно только двумя руками, которая рубит всех с первого раза в кровь и мясо. Оружия-то здесь, как правило, много, но вот видов оружия не совсем. Это мечи, топоры, булавы, молоты, ну и, конечно, щиты. Помимо обычных оружий, ну, то, что я сейчас перечислил, можно еще и пользоваться такими подручными предметами. Это отрезанные конечности, которые вы смачно отрезали от какого-нибудь гномика. Также можно драться факелами. Можно также еще, кстати, оружие кидать. Вот, небольшая такая особенность. То есть, уже немножко есть реалистичности. Также здесь еще есть маленькая, но физика все-таки. Деревья шатаются и все такое. Также здесь еще можно и пополнять энергию. Можно сделать это рунами. То есть, взял руну, она пополнила тебе здоровье. И не просто пополнила здоровье, а увеличила даже на 1 пункт. Ну, обычно пополняет здоровье всякие яблоки и даже ящерицы. Можно ящерицы жрать. Что еще можно сказать о геймплее? Ну, это воздействие с внешним миром. Вы можете хвататься за цепочки, бить всякие разнообразные ящики, ну и так далее. Графика на 2000 год смотрелась просто бесподобно. Также есть поддержка высоких разрешений. Однако не все компьютеры в те времена могли воспроизвести данное творение в полную силу. Но однако сейчас вы сможете сделать это спокойно. В общем, для 2000-х годов игра была просто прорывом игр в плане графики, в плане физики, в плане сюжетов. Обычно игры были не такие долгие, а вот Руна была долгая и затягивает. В общем, всем советую ее пройти, также купить ее в Стиме и поиграть по сети. Не знаю, как насчет кооператива, но, по крайней мере, помолчиться можно, и друг другу бошки подрубать и прочее, прочее. В общем, с вами был Джейкоб Якоб. Всем удачи и пока.